Всем привет! У меня первый день прохождения пропа. Да, вот пока статистика, это то, что пока в работе. Да, это одна сделка уже, которая прошла. Здесь там был лонг биткоина, да, и хеджировался опционом с экспирацией 4 июля. То есть в таком формате они будут сделки. То есть одна будет плюсовая, другая минусовая. То есть по-другому там никак, да, когда хеджируешься. Ну, то есть получается по фьючу $258, по опциону там минус 79. Да, в итоге там получается там плюс $180. Да, это пока в работе. Они, собственно, вот. Если взять и посмотреть, то есть брал я в самом начале вот этой проторговки, да, которую не видно. То есть вот здесь я надеялся, что мы как бы сходим, ну, сюда. Здесь я с запасом поставил, как бы должны были мы сходить как бы сюда. Ну, как минимум вот в это место. Но не пошли мы. Да, сделали ложный пробой. Сейчас опять здесь суету наводим. Ну, кстати, ночью, может быть, все это уйдет на 62,5-63. Поэтому у нас это дело захеджировано. Да, и может быть я еще, если это произойдет вот сегодня там до 12 часов, да, если на 63 мы придем, то я оттуда еще шорт краткосрочный возьму. Потому что у нас получается, если глянуть график, так, первая зона сопротивления вот у нас приблизительно вот, ну, 62 700, 63, как бы, вот это вот вся история, вот это. Вот здесь накопление, как бы объемы самые большие здесь прошли. Потом вторая зона у нас вот это. Ну, по этому хвосту и по вот этой объемной части. И третья зона сопротивления это 67. 67. Ну, дальше уже там все это высоковато довольно-таки, да. Это зона там 71. 72,5. Мы не будем так далеко заглядывать. Нам бы хотя бы это все пройти. Ну, потому что если мы уйдем выше 67, вот здесь вот и закрепимся, да, это у нас там локальный условно слом структуры произойдет. И мы можем дальше тогда порасти и куда-то вот сюда. Но пока это все у нас выглядит вот так. Да, если мы на дневном посмотрим, то мы вообще еще никуда не ушли. Вот 62, 63 у нас и зона сопротивления. Ну, вынести вполне себе могут, ликвидности там навалом. Поэтому у меня позиции какие? Фьюч. У меня получается ликвидация по нему 64 300. Ну, это я просто стоп выставил, потому что кросс-маржа здесь и ручками выставляю. Ну, 100%, ну, минус 100% от позиции, это как раз там 64 300. И 63 колы у меня. То есть к моменту, когда у меня ликвидируется фьюч, у меня по колам будет такая же сумма в плюсе только. Но кто там мои видео ранее смотрел, тут есть нюанс. Главное, чтобы оно не зависало между зонами. Ну, то есть, понимаете, да, что может произойти? Условно, вот он сейчас дойдет до 63, у меня не исполнится опцион, да, ночью, и завтра, допустим, он весь день там будет стоять 62-63. И на выходные это все уйдет. И вот мне там надо будет решать. Либо мне хеджироваться дальше, либо мне закрывать минус по фьючу. Либо еще что-то делать. В этом есть минус вот этой стратегии.
Ну, как бы стопроцентной стратегии не бывает. Да? Стопроцентная это называется печатание денег. А такого еще никто не придумал. Поэтому будем работать так. Опционы здесь как бы тоже. Ну, это на пропе все. Вот они так выглядят. Ну, в принципе, как стандартный демо-трейдинг на Байбите. Все, мы здесь можем их выбирать, смотреть, покупать, откупать. И все делать то же самое, что и на нормальном аккаунте. Понравились картинки тут? Да, со сделок. Такие интересные довольно-таки. Ну, можно свой логотип сюда там ребятам прислать, они как бы сделают. И все, если делишься, там тебе платят там, $1 и скидываешь там в какую-то группу, делаешь скриншот, отсылаешь им, и тебе возвращается. Ну, не возвращается, в смысле, просто платит $1. Так. Ну, здесь как бы еще ничего нет. Понятно, что. Ну, вот как-то так, такой этот. Здесь пишется, ну, мы почти что в ноле, поэтому здесь еще ничего нет. Вот дневной убыток $11. Ну, сейчас минус $11. Ну, как-то так вот посмотрим сегодня, если вот это вот у меня в плюс закроется, то завтра будем посмотреть, засчитался ли торговый день, потому что там он должен закрыться там с какой-то прибылью. Да, там то ли 0,5%, то ли 1,5%, я уж не помню. Мы там вчера с вами смотрели правила. Ну, как-то так. В общем, завтра, может быть, еще вечером запишу, чем закончилось, как торгуем, какие сделки и так далее. Все, на этом всем пока.